7 января. Привет. Вчера кое-что произошло. По этой причине я и пропустил запись. Ваня заметил, что на ладони появилась черная точка. Небольшая и въедливая, будто след от чернил. Мыло не помогло. Днем обратил внимание, что точка стала больше, она будто бы захватывает окружающие участки, проникая сквозь кожный рельеф. Решил погуглить и дочитался до некроза, мол, отмирает живая ткань. Но боли нет никакой, вообще никаких ощущений. Отцу говорить не стал. От запаха больничных коридоров меня по-прежнему тошнит. Сам разберусь. 8 января. Илье ночью снова стало плохо, его трясло и рвало. Приехала скорая, развела руками. Врач сказал, что, как бы странно ни звучало, но в его состоянии это нормально. Вот не могу никак взять в толк. Ладно, пусть в себя он уже не придет, но ведь можно как-то поддержать стабильное состояние. Почему по 2-3 раза в месяц приходит очередной врач и ничего не делает? Почему? Рядом с моим ухом кто-то неслышно облизнулся. Я не успел закончить предложение, остановив ручку на полпути к листу. Замер. В комнате было темно. Горел только монитор компьютера, за столом которого велся мой дневник. Ни одна часть меня не выказала желания обернуться. Я пытался вслушаться в темноту позади себя, но ничего не находил. Показалось. 9 января. Сегодня впервые за несколько месяцев случился провал в памяти. Отец требует подробно описывать последние воспоминания, якобы это тренирует мозг. Ничего особенного не случилось. Я ехал в автобусе, смотрел в окно, размышлял о курсовой, а затем пустота. Пришел в себя посреди тротуара на другом конце района. Лена как-то рассказывала, что это похоже на лунатизм. Я просто выполняю какие-то действия, что кажутся логичными только на первый взгляд. Например, я мог во сне поставить чайник, разлить кипяток по всем кружкам и снова поставить, пока все емкости на кухне не будут заняты. Отец утром обнаружил, что все залито водой, даже сахарницы. Наверное, придется снова идти на МРТ. Ненавижу. 10 января. Лена приехала. Снова смотрела на меня с какой-то жалостью пополам с разочарованием. Я все понимаю, у нее сын болен и так далее, но зачем срывать злость на мне? Она не была такой до выкидыша, напротив, всякий раз радостно удивлялась, что я очень похож на Илью. Когда папа привел ее спустя несколько лет после смерти мамы, она мне в целом показалась хорошей. Но что-то в ней было, не знаю, сложно объяснить. Что-то отталкивало, несмотря на ее миловидность. Последние месяцы это что-то значительно выросло, а я ее и вовсе начал раздражать. Теперь Лена приехала от своей матери, кинула на меня полный усталости взгляд и с порога направилась к сыну. А после начала возмущаться, что мы переставили физраствор без ее ведома. Она же уехала, как ее уведомить? 11 января. Умерла Дуся. 2 года она постоянно спала в ногах Ильи. Отец говорил, что это материнская компенсация за отсутствие котят. Утром нашел ее на прежнем месте с языком набок. Она исхудала, очевидно, что болела, а я даже не заметил из-за учебы. Хоронили с папой, поскольку Лена сказала, что это пустая трата времени. 12 января. Точка на руке увеличилась и теперь занимает половину ладони. Наконец рассказала отцу, он разозлился и ответил, что я много торчу в интернете. Ткани, говорит, здоровые, значит не некроз. Может и правда сыпь. Успокоила, что сегодня приснилась мама, я ругал ее, что она так рано ушла. Дурак. Я отложил дневник и взглянул на время. Пора спать. Убирая со стола скопившийся мусор, мне внезапно послышалось
чье-то цоканье языком. Спустя момент звук повторился, затем еще раз. Каждые 10 секунд цок. Я машинально отложил собранные в ладонь фантики от конфет, салфетки и прочий мусор. Включил настольную лампу. Оглянулся, где источник. Ощущение, будто совсем рядом, едва ли не из подключенной к компу розетки. Пришлось извернуться, поскольку стол очень плотно прилегал к стене. Я наклонился к розетке. Нет, не здесь. Если не из розетки, значит, со стороны соседей. Справа от нас жила девушка, тренер по йоге, но дома почти не появлялась. Помню, что сверху жил Федор Степанович, очень добрый дедушка, который подкармливал меня конфетами, пока я не вырос. Только умер Федор Степанович 2 года назад, когда Лена с Ильей стали жить с нами. А в квартире, насколько знаю, пока никто не живет. Может, снизу? Сквозь размышления вырвался вопрос. Только кому нужно щелкать языком в потолок в 1:30 ночи? Я даже притопнул от негодования, почему никто не уважает покой других людей. Мысль о покое спровоцировал зевок, в момент которого произошел еще один щелчок. Но теперь он звучал приглушенно. Когда-то прочел, что все открытия в мире происходили случайно. Люди открывали новые знания, занимаясь совершенно другими делами. Даже Колумб приплыл к Америке, ошибочно держа курс на Индию. С этими мыслями я решил повторить случайное открытие. Подгадал момент щелчка и раскрыл широко рот, чтобы перепонки немного закрыло. Я испугался, могу поклясться, что щелчок был не просто приглушенным, он исходил из моей головы. Я стоял с раскрытым ртом и смотрел в потолок, а приглушенные звуки каждый раз ударяли мне в голову. Источник был где-то внутри меня. А чего-то захотелось подышать морозным воздухом. Одевался быстро и отвращенно. Мысли были заняты вторжением посторонних звуков. Спускаясь по лестнице, заметил, что на дворе полдень. Лето, вовсю бьет солнце, а вдалеке играет оркестр. Странно, наверное, часы сбились. Обе лавочки перед подъездом были заняты караульными бабками с очень знакомыми лицами. Пока они здоровались, я разглядел источник духовых инструментов. В 300 метрах по проезжей части шла похоронная процессия. Провожающих можно посчитать по пальцам. 4 несли гроб, а еще несколько человек, шедших пунктирной линией, подталкивали сзади черный катафалк. Не густо, подумалось мне. Надеюсь, когда меня хоронить будут, народа соберется побольше. Процессия резко остановилась. 4 носильщиков обменялись репликами. Осторожно опустили гроб на землю. Вдруг из него резко подорвался человек, обеими руками отталкиваясь от стенок, он встал, оглянулся и побежал в мою сторону. Он несся, сломя голову, так быстро, что наскоро пришитые пуговицы разошлись. Пиджак распахнулся, и я увидел след от вскрытия в морге, сшитый настолько небрежно, насколько это вообще возможно. Я опешил, попятился назад, кроссовок зацепился к край лестницы, опорная нога поехала, утаскивая меня за собой. Бабки даже не изменились в лице, только перевели взгляд с трупа на меня. Меж тем вставший приближался, а я так оцепенел, что не мог толком встать, барахтаясь лежа на ступеньках. Мертвец подбежал, перемахнул через бордюр и оказался так близко, что я увидел висящую на его груди нитку с грубо перевязанным узелком. Он схватил холодной рукой меня за подбородок. Ты думаешь, я плохим человеком был? Почему ты открываешь рот? Кто ты такой, юнец? Спросил он, поворачивая мое лицо из стороны в сторону. Что? Пробурчал я сдавленными губами. Как ты здесь оказался? О! Отвечай быстро и по делу. Я не для того 40 лет армии отдал, чтобы мне тут мямлили. Ты служил вообще? Службу нес, хоть раз гнал ребят на верную смерть? Отвечай как положено, четко и по делу.
Ты ни хрена не знаешь о жизни, пацан, а меня обсуждаешь. Родня у меня такая же!» Он начал кричать. «Точно такое же говно! Всех отмазал, а они выросли выродками, скотами, бессердечной сволочью!» Он еще больше распахнул левой рукой пиджак, опустил мое лицо, взялся двумя руками за шов и начал его рвать. «На, смотри!» Он очень легко вскрыл грудную клетку, демонстрируя белые безжизненные внутренности. «Видишь? Видишь пальцы? Они лазили во мне грязными руками, трогали все, будто после смерти. Я не имею права на собственное тело. Ты посмотри, какие подонки!» Он показывал свои внутренние органы и на весь двор орал проклятие в сторону родни. Бабки сидели будто перед телеком и внимательно слушали. Я еще сильнее вжался в ступеньки и никак не мог сообразить, как управлять своим телом. Как встать и бежать, какие мышцы отвечают за работу ног. Что такое ноги? «Бать, пойдем, уже время кончается!» Раздался издали крик мужчины, сопровождающего гроб. Труп успокоился и запихнул пиджак, застегивая пуговицы левой рукой и беглым взглядом окидывал меня, будто смущаясь. «Ты это, как его, здоровье береги!» Кинул напоследок труп и зашагал прочь от подъезда. Я продолжал лежать ошарашенным, тем временем мужик дошел до гроба, лег в него. Носильщики взяли ношу на руки и понесли дальше. Кто-то из сопровождающих заревел. С небольшой паузы заиграл оркестр. «Ой, кто бы так ко мне-то пришел!» Обреченно вздохнула сидящая на лавочке бабка. «Сколько лет и никого, а к мальчику вот так сразу!» «Дусенька, не переживай, будет время!» Ответила ей соседка по лавочке. «К Люське как-то внук пришел, чаем его поила, кофточку надела, а он грязный весь, кроссовочки истлевшие совсем. Пришел, говорит, ба, чаю дай, холодно. Она ведь тогда и сериал пропустила». Конец диалога смазался. В этот момент я рванул, что есть силы, в сторону от дома. Пробежал толпу школьников в спорткомплекс, роддом. Не обращая внимания на светофор, летел сквозь звуки сигналющих автомобилей. Остановился, выбившись из сил, немного не дотянув до поворота на площадь. «Херня какая-то», — повторял, задыхаясь. «Бред, чушь». Тут я услышал дыхание за спиной. Обернулся, позади стояла совершенно голая бабка и тяжело дышала, выпучив на меня глаза. Она резко схватила меня за руку, развернула ладонь к себе и облизала черную точку. «Сладко!» — приговаривала, облизывая вновь. «Сладко-то как конфеточка!» Я побежал, не разбирая дороги, спотыкаясь и падая, дважды угодил в выемку на асфальте, серьезно повредил ногу, разбил локоть. Но боль не заставила сбавить темп, однако это было недостаточно. Бабка бежала за мной. «Сладко, сладко, дай лизнуть, сладенько-то как!» Она бежала с диким криком. «Сладко, сладко!» Не помню, как отстал, но запомнил зацеп на полной скорости дерева плечом и последующее падение. Непроизвольно из глаз полились слезы, я не понимал происходящего. Машинально встал, пытаясь убраться еще дальше. Начинали сказываться увечья, опираться на правую ногу стало сложно, а прилипший к рубашке локоть жгло. И оказалось, что убегая мне удалось описать полукруг и выйти с другого конца площади. Я вырос в этом городе и хорошо его знаю, а потому даже удирая вслепую, бежал все же с умом.
Мне нужно было спрятаться, и за поворотом должен быть разбитый старый парк. Только не было ничего. Пустырь. Я оглянулся, вдалеке не виднелась моя школа и стоящий рядом фонтан. Один Ленин непоколебимо венчал площадь. Рядом, будто прыщ на теле площади, стояла небольшая полицейская будка. Также бросилось в глаза краснеющее небо. Облака медленно наливались багровым цветом. Я побрел в сторону площади. Прохожие вообще не обращали внимания, хоть и шел прихрамывая в рваных штанах, пыли и крови. Мне показалось хорошей идеей посмотреть на себя в отражении магазинной витрины. Из этого появилась проблема. Я не узнал себя. На меня смотрел похожий человек, но точно не я прежний. Почему-то меня это напугало не сильно. Подходя к будке, немного сбавил шаг. Что говорить им, что на меня напал труп? К тому же внешний вид не располагал. Но малодушничать не было времени, и я потянул за дверную ручку. Внутри просмотром футбола были заняты двое полицейских. «Извините», – начал было я сдавленным голосом. «Мне бы помощи». «А что случилось?» Молодой лейтенант живо отреагировал на мой внешний вид, жестом пригласил сесть за стол. «Да, как бы сказать, мне бы врача. С ума схожу, кажется». «Ха, но это не тебе только так кажется», – усмехнулся седой напарник. «Нет, серьезно, я трупа вижу. Странно все, галлюцинации у меня, будто это не я». Полицейские серьезно на меня посмотрели. «Мы по долгу службы тоже всякое видим. Чаечку поставить? Расскажешь пока подробно». У меня снова появилось ощущение чего-то непривычного, будто бы несоответствие между ожиданием и реальностью. Но на приглашение я ответил утвердительно и опустился на стул. Ну как, вышел из дома и… Понимаете, перед этим думал, что на дворе зима, январь месяц, а тут лето. Они смотрели на меня, подняв брови. Вот, а дальше на меня труп выбежал. Труп был во что одет? Спросил лейтенант, открывая блокнот. В костюм. Опишите его, мы ориентировку разошлем. Склонившись над блокнотом, ответил лейтенант. Я молчал, пытаясь понять, шутит он или нет. Ориентировку? Слушайте, отведите меня к врачу, у меня есть небольшие проблемы со здоровьем, наверное, они просто усилились. Просто помогите, я не хочу один идти. Лейтенант отложил блокнот, внимательно посмотрел мне в глаза, взглянул на напарника и ответил. Будь по-твоему. На этих словах они начали двигать письменный стол. С него на пол падали канцелярские предметы, сыпались папки с делами, никто на это внимания не обратил. Под столом был люк. Полицейский потянул за кольцо, открыл дверь и спустился по пояс. «Идем, чего застыли?» – сказал он, скрывшись внутри. Его совету последовал старший, бросивший мне недовольно, что надо было сначала футбол досмотреть. Пока он спускался, я дошел к выходу и обомлел. Вниз вела винтовая лестница такой глубины, что ни один фонарь не добьет. «Давай спускайся, не весь день же нам тут торчать!» Послышался голос молодого изнутри. Я почему-то решил, что опасности нет. Мы молча шли вниз. Стены каждого поворота были исписаны чем попало. Свастика, признание в любви, строчки из малознакомой попсы нулевых, а еще кровь, очень много запекшейся старой крови. Местами стоял резкий запах. «Что это за место?» – осмелев спросил я. Полицейские не ответили. Лейтенант молчал несколько пролетов, подталкивал старшего товарища, тот отмахивался. «В общем, это…» – почесав голову, начал молодой. «Мавзолей, знаешь, в Москве который?» «Да, знаю. Там Ленин и все такое, да?» «Так вот, ни хрена, нет там Ленина и никогда не было». «А что же там?» – удивленно спросил я.
А вот это вот все. Он показал на стены лестницы. Под мавзолеем город лежит, огромный, строить начали давно. Но цель сначала была не в этом. Мавзолей только прикрытие. Недаром его солдаты круглые сутки охраняют. А шум туристов все эти годы скрывал земляные работы. Я молчал, не зная, что ответить. Так вот, после небольшой паузы продолжил лейтенант. Ленин не умер ведь тогда, когда говорят. Он руководил работами. Задача стояла простая – добраться до входа в ад. Ад? Недоверчиво улыбнулся я. Ад, а что еще? Обиженно ответил парень. Ты зря усмехаешься, послушай. Почти все силы страны тратили, лучшие разработки ученых, половина военно-промышленного комплекса обслуживали проект. Рыли долго, годами. В процессе пришлось строить рабочим инфраструктуру, которая затем превратилась в целый город. Дороги там автомобильные, заводы, детские сады, университеты, дома культуры. Просто каждый раз наружу выходить было нерентабельно. Потому делали все внутри. Сначала ничего не находили и, решив, что ученые ошиблись, стали рыть тоннели в других направлениях. Но со временем цели достиг первый тоннель под мавзолеем. Ада? Да, я ж говорил. Добрались, установили дипломатические отношения, послами обменялись. Много пользы принесло на самом деле. В том числе и хозяйству. Слышал, может, что СССР единственная страна, что умеет утилизировать ядерные отходы. Так вот, в ад и отправляли эшелонами дрянь радиоактивную. Тамошним жителям это что комарные укусы. После 91-го года документы затерялись, о проекте забыли, секретное же. Так что на территории страны два государства теперь. Привычная Россия и СПС – Союз подземных станций. А это одна из веток, в которую мы спускаемся. Ко всем зданиям страны, построенным до 91-го года, идет. Твоей больнице тоже. Издали повеяло затхлым запахом сырости. Сколько бы мы ни спускались, конца лестницы не было. Полицейские шли так, будто тренировались всю жизнь ради одного этого спуска. Я же понял, что безумно устал и хочу спать. Так не хотелось вставать с кровати, я бы еще повалялся часик-другой, но меня разбудила Дуся, облизывающая руку. «Уйди, уйди!» – бросил ей спросонья. «Уйди! Иди давай!» Попытавшись оттолкнуть кошку, я взял ее за морду и обнаружил нос. Человеческий. «Сладко, сладко!» – сказала хозяйка носа. «Сладенько, дай лизнуть!» От испуга я попытался выбраться из кровати, сбрасывая с себя одеяло, упал на пол и попятился к двери. Накрытое одеялом тело двигалось на звук моего падения. Из-под одеяла показались руки. Оно, опираясь на руки, выбралось из-под кровати. Передо мной на четвереньках стояла старая, голая бабка с высунутым языком и взглядом, сосредоточенным на мне. «Дай лизнуть!» Она смотрела на мою руку. «Дай, сладенько-то как дай лизнуть!» Я заорал, что было силы, тварь смотрела на меня и капала слюной на пол. На крик прибежал отец. «Что случилось?» – крикнул он, прежде чем открыл дверь. «Почему кричишь?» Бабка пропала, одеяло, накинутое на ее ноги, опустилось на пол. «Тут был кто-то, был!» «И кто же?» – недоверчиво спросил отец. «Лена, подойди сюда!» «Бабка тут была сумасшедшая!» «Ну вот, наркотики!» – усмехнулась Лена, облокотившись на дверной косяк. «Я же говорила, что твой сынок не безгрешный!» «Какие к черту наркотики?»
Вырвалось у меня. Я спал вообще. Ну, значит, под воздействием наркотиков, принятых вечером, ночью разыгралась фантазия. Неторопливо ответила мачеха, поглаживая меня по голове. Что принимал-то? Да блин, ничего. Как же. Снова посмеялась она. Ладно, приготовлю тебе бульон, может, отпустит. Я не принимал наркотики! Выкрикнул я. Я не принимаю их вообще, даже после смерти мамы не принимал. Отец обнял меня, Лена вздохнула и ушла на кухню. 14 января. Во-первых, у меня снова был провал в памяти. Во-вторых, продлился он дольше прежнего. Записи за 13 января нет. Помню только, как собирался лечь спать, услышал щелчки, проверял розетки, а затем пустота. Проснулся утром следующего дня, совершенно не понимаю происходящего. Весь день рвало, в голове периодически то шум, то щелчки, как той самой ночью. Со мной явно что-то происходит. 15 января. Пылесосил комнату Ильи, случайно обнаружил под койкой плетеную фигурку человека. Спросил у Лены, та сказала, что вместо того, чтобы убирать, я шарюсь по комнате ее сына. Кровать полностью перестелил, но спал мало и плохо. То ли из-за воспоминаний о бабке, то ли по причине щелчков. В какой-то момент кажется, что привык, начинаю уже проваливаться в сон, но очередной щелчок будет. Не знаю, часа 3 поспал фрагментами. Отцу сказал, что писал курсовую. 16 января. Всю ночь не мог заснуть. Показалось, что темнота в углу со стороны кровати шевелится. Вскочил, включил свет. Ничего. Но заснуть уже не мог. Каждый раз боялся закрыть глаза. И еще эти чертовые щелчки. 19 января. Не писал 2 дня, потому что не сплю уже 3-й. Могу часами стоять у окна и смотреть на снег. Нет никаких сил уже от этого шума в голове. Лена была очень добра, кормила бульоном, успокаивала. Мол, нервы это. У меня взбунтовались рецепторы во рту. Какой бы ложкой ни ел, чувствую металлический вкус. Так что и ем теперь через силу. По скриптам. Отец уехал в командировку. Я стоял около окна и смотрел на ночной фонарь. Не знаю только сколько времени. Число тоже смазалось, 20 или 21 января должно быть. Со стороны стены послышался голос Лены. Не спать для меня ночью вполне нормально. Так же нормально, что она разговаривает с сыном, пусть даже Илья ответить не может. Однако сквозь затуманенную голову мне послышался второй голос. Координация стала ни к черту, но мне удалось на цыпочках, облокачиваясь от стен, добраться до двери в ее комнату. Она была приоткрыта. Сквозь щель я увидел следующее. Совершенно голая Лена стояла на коленях и целовала чьи-то ноги. Длинные черные ноги. Я придвинулся, чтобы лучше рассмотреть тень слева от нее. Рядом стояло нечто. Оно было высокое, с длинными до пола руками, половина длины которых занимали очень ровные ноги. На обтянутых кожей костях покоилась голова, квадратная, с неровными зубами. Глаза горели огнем, а тело блестело, будто бы натерто жиром. Лена старалась. То были поцелуи не романтического характера. Это была работа. Она обхватывала ступни руками и жадно целовала их в засос, надолго задерживая губы на 4 пальцах. Черная точка на моей руке наконец дала о себе знать. Она внезапно загорелась больно. Я схватил себя за запястье, непроизвольно выдохнув. «Больно?» — спросил демон, внезапно просунув в лицо сквозь дверной проем. От неожиданности я отскочил к противоположной стене. Демон приоткрыл дверь и пристально посмотрел на меня горящими глазницами. «Ты закончила?» Он обратился к Лене. Она встала с пола и очень быстро приблизилась.
Нет, господин, он не готов, извинялась она. Ты должна была его подготовить. Времени нет. Делай, что нужно. Она приблизилась и поцеловала меня. «Мне это снится?» – спросил я у нее тихо. «Я сплю?» «Да, милый, это сон. Всего лишь сон». Когда полицейский закончил рассказ, мы наконец дошли. Но не до конца, а всего лишь уперлись в лифт. Лейтенант вызвал его нажатием кнопки. «Думаешь, почему лифт выше не построили? А кто его знает? Говорят, что технологии не позволяли строить такие высокие лифты. Или изначально таких тоннелей было большое количество, а строили только там, где был наиболее короткий путь вниз. Не знаю, но меня забавляет, что по этим ступенькам были вынуждены спускаться тучные советские чиновники. Лифт приехал, решетчатая дверь поднималась рукой, никакой автоматики. Мы зашли внутрь и начали спускаться. Старший толкнул меня в плечо, кивком указав в сторону стены. Там висел плакат. «Товарищ, схватись за оба поручня, расположи ноги немного шире плеч, прими устойчивое положение, держись крепко, лифт едет очень быстро. С наступающим 1934 годом». Я оглянулся, полицейские мертвой хваткой вцепились в ручку, расположенную на стене. Меня не нужно было уговаривать, чтобы последовать их примеру. Лифт тронулся. Он ехал медленно, и мне казалось, что скорость в те годы была не то что нашими. Но постепенно лифт ускорился. На пиковой скорости меня обдувало со всех сторон так, будто я спускаюсь на парашюте. Ни о каком диалоге и речи не было. В ушах стояла симфония из ветра и железного скрежета винтов. Не могу точно сказать, сколько мы спускались. Несколько часов точно. На некоторых отрезках лифт притормаживал и ехал очень медленно. Спутники пояснили, что металл раскаляется и ему нужно остыть. На одном из таких остановок я спросил: «Что это вообще за место? Имею в виду, что это за мир? Он же не настоящий, тут по-другому все». Полицейский смутился. «Ну как, для меня он настоящий, для него вот тоже». Он указал кивком на напарника. «Живем мы тут очень хорошо в целом, нам нравится». «Ладно, но где мы?» – не унимался я. «Это чистилище или что?» Собеседник рассмеялся. «Ха-ха-ха, да никакое это не чистилище. Вот скажи, куда попадает сломанная вещь?» «На помойку», – коротко ответил я. «Хорошо, на помойку. А сломанный человек, например, вот что с головой приключилось, рассудок потерял, с ума сошел. Куда этот ум девается из головы?» Я призадумался. А и правда ведь, куда он девается? Исчезает, может? А вот и нет, дорогой, не исчезает. У всего есть свое место, часто единственное. Но когда вещь теряет свое место, ей нужно найти новое применение. Это место – применение сломанным вещам. Ни хрена не понял, честно ответил я. Это коллективная галлюцинация, наслоенная друг на друга, как пирог. Это только теория. Внезапно вклинился сиплый напарник полицейского. Мы и сами не знаем. Да, теория, согласился лейтенант. Но теория объясняет одну вещь. Скажи, какой у тебя год сейчас? Ну, 2021. А у меня 2007, у напарника моего 91. Спроси у кого хочешь, у всех все разное. Все равно ни хера не понимаю. Разуму нужно место. В отсутствие места он был вынужден создать его. Все то, что ты видишь здесь, плод фантазии. Еще здесь покоятся незавершенные идеи, как этот тоннель. В Москве люди говорят, дворец Советов стоит, где-то коммунизм победил, где-то Средиземного моря нет, осушили. Это место
Вместилище всего, чему нет места в вашем мире. А как сюда попадают вообще? Мы картотеку не ведем, знаешь ли, хоть не помешало бы. Душевно больных много, судя по обрывкам воспоминаний. Замкнутых в своих телах самоубийц, доживающих свой век. Точно сказать не могу, извини. Несмотря на все сказанное им безумие, контраргументы найти не удалось. Но возник логический вопрос. А если есть вход, значит есть и выход? Как отсюда выбраться? Понятия не имею, никогда не понимал таких вопросов, но кто-то временами и выбирается. Только куда, если тела нет? У меня есть тело, радостно сказал я. Есть, значит, можно тоже как-то вернуться. Лейтенант опустил поручень и почесал голову. Найти хозяйку, она была одной из первых, кто тут очутился. Только провела здесь многовато времени и поехала головой. И бесплатно, учти, не работает. Начни с... Конец фразы я не расслышал. Включился лифт. Полицейский пытался его перекричать, но быстро оставил попытки. В тот же момент я понял, что застрял в чужом теле в неизвестном месте и выбраться из него не могу. Плюсом к страху служило замкнутое пространство и бесконечный, казалось, спуск. Я инстинктивно сжал поручни до боли в ладонях вплоть до остановки. «Тише, тише, синяки оставишь», – прошептала Лена. Моя левая рука вцепилась ей в бедро, а правая в грудь. Сама же Лена выполняла характерное движение тазом, сидя на мне. Я привык, что из головы выпадают куски времени, и не задался вопросом, почему мы оба голые и зачем это делаем. Первое, что почувствовал, это страшную, невыносимую усталость. У меня точно не хватило бы сил даже спуститься по лестнице, тем более заниматься сексом. Лена прижалась ко мне и ускорилась. Я пытался ей что-то сказать, на что она закрывала мне рот рукой. Спустя минуту все закончилось. «Это будет нашим маленьким секретом», – сказала она игриво на ухо. Встала, накидывая халат. «Можно начинать?» Она обращалась не в мою сторону, я повернул голову и обнаружил, что рядом с кроватью стоит тот самый демон. Позади него сидела бабка, вся заляпанная слюнями, она смотрела на меня по-собачьи, не отводя взгляд. Сил не было даже вскрикнуть, в голове шумело, щелкало, появились звуковые и визуальные галлюцинации. Вещи на столе хаотично меняли положение. Солнце за окном описывало круги, сменяя цикл дня и ночи. На языке стоял отвратительный металлический вкус. «Как думаешь, я настоящий?» Спросив, наклонившись к кровати, демон. Из его пасти несло жаром и серой. «Я реален или нет?» «Нет, нет, нет!» Я крутил головой. «Нет, я хочу проснуться! Проснуться!» «Хорошо!» Одобрительно покачал головой монстр в сторону Лены. «Ты умница, все сделала как надо, но сроки нарушены». «Еще бы!» — сказала она, поглаживая живот. Сладенько, сладенько, сладенько. Широко улыбаясь, сказала бабка, глядя на живот мачехи. Сладенько, сладенько, сладенько. Я цену заплатила, продолжила Лена с отвращением при виде бабки. По поводу сроков, господин, я не хотела портить его тело слишком сильно. Мышьяк не наносит непоправимого вреда в малых дозах, но голову ломает. Давайте ускоримся, пока время есть. Я кое-как встал. Тело стало невыносимой ношей. Опустился на колени и пополз между мачехой и демоном. Они провожали меня взглядом. Удалось привстать с опорой на дверную ручку, и, опираясь на все выступы, я направился в их комнату. Мне нужно было найти отца.
В комнату не зашел, ввалился. Полз на четвереньках, понимая, что уйти мне не удастся, но нужно было обязательно сообщить отцу, хоть знак оставить, записочку. Я медленно двигался с опущенной от бессилия головой. В комнате невыносимо воняло тухлым мясом. Но было очень тихо. Я остановился, когда затылок во что-то уперся посреди комнаты. Не знаю почему, но мне все стало ясно еще до того, как сумел взглянуть на потолок. Я лежал на спине, а сверху на меня смотрели глаза отца, висящего в петле. Его руки были связаны спиной. Висел он очень долго, возможно, несколько дней. Меня снова вырвало. Со второго раза получилось подняться, нет смысла экономить силы. Очевидно, что я сошел с ума. Началось все шума, значит, шум нужно прекратить. Пусть он замолчит хоть на минутку, может, этого хватит, чтобы прийти в себя. Благодаря стоящему у стены строительному чемодану план созрел быстро. Кое-как открыл чемодан, голова сильно кружилась. Я приставил в виску шуруповерт и нажал на кнопку. Не сработал. Только бы не аккумулятор, пронеслось в голове. Проблема была в предохранителе на кнопке. Пальцы совсем не слушались, будто замерзли до такой степени, что мышцы не отзывались на команды. Пока я возился, в комнату вошла Лена. От удивления она вскрикнула. «Не смей этого делать!» Крикнула она и побежала в мою сторону. «Опусти руки, опусти!» Но меня это только раззадорило. «Дура!» Успел я сказать, нажал на кнопку и что есть силы впечатал сверло в голову. Открыл глаза, лежа на кровати, на своей. Рядом стоит отец и Лена. Папа плачет. Последние воспоминания пришли мгновенно. «Пап, я видел твой труп», – очень тихо сказал я. «Ты умер, пап». «Тише, тише, я здесь». Отец оживился и придвинулся ко мне. «Все хорошо, все будет хорошо». Я перевел взгляд на Лену, та стояла, засунув руки в карман. «Пап, она травит меня мышьяком, сама сказала вчера». Отец резко встал и направился к окну, он смотрел вдаль и молчал. Степ, успокойся», – начала за отца Лена. «У тебя есть проблемы со здоровьем, но мы стараемся». «Пап, не верь ей ни единому слову, я не знаю, кто она, но с ней был демон и бабка. Помнишь, выкидыш был? Так не было его, эта бабка дитя съела, чтобы Илью вылечить». Лена ахнула и влепила мне пощечину. Я хотел подскочить, но мне не удалось. «Пап, она врет тебе, не верь ей, прошу. Вчера она трахалась со мной, я могу это даже доказать, только встать надо». Отец, даже не обернувшись, снова заплакал. «Что со мной?» Обратился к ней, потому что меня не слушались ноги. «Что ты сделала, тварь? Пап, у нее на груди родинка есть, крупная, на правой груди. Откуда бы я это узнал, а, пап?» «Должно быть, он подглядывал за мной до всего этого», – смущенно сказала Лена. «Да сдалась ты мне, тварь! Синяки должны остаться еще, я сжимал тебя сильно, пап!» Я практически выбился из сил, пытаясь подняться. «Помоги мне, пап, почему я не могу встать?» «Мне что, раздеться?» – оскорбленно спросила Лена. Отец отрицательно покачал головой. «Степ, послушай». Отец наконец повернулся ко мне. «У тебя серьезные проблемы. Когда они начались, мы не знаем. Но ты в таком состоянии 3 недели. У тебя...» Он запнулся. «Агрессивная спинальная атрофия и дегенеративное поражение мозга. С каждым днем все хуже. Мы напрягаем все усилия, клянусь. Ты постоянно приходишь на короткий срок и бредишь, забываешь все. Лена заложила мамин дом ради оплаты курсов в Германии. Ты ведь даже не помнишь, сколько сил нам стоило посадить тебя в самолет, верно?» В этот момент в комнате появился он.
Демон, стоящий позади Лены и внимательно слушал рассказ папы. «Пап, он тут, он здесь!» Я пытался поднять руку и указать на существо, но рука предательски не слушалась. «Демон здесь, смотри, пап!» Отец перевел взгляд на Лену и разочарованно сказал: «Лучше бы тут действительно был демон. Я бы у него спросил, почему Илья поправляется, а мой сын медленно умирает». После этих слов папа развернулся и ушел. Из соседней комнаты донесся смех. Должно быть, это голос Ильи. Закрывая дверь, Лена послала мне воздушный поцелуй. Ну что ж, если ты досмотрел этот ролик до конца, то он действительно был для тебя интересен. Прошу тебя потратить еще буквально 20 секунд времени для написания комментария, ведь только твоего мнения или просто смайлика не хватает для продвижения. Кто, как не ты, поможет мне в этом? Предлагаю тебе посмотреть еще какой-то ролик из представленных, а я побежал пилить для тебя новый рассказ. Жму руку тебе, бро, а если ты девочка, то крепко обнимаю. С уважением, твой Андрей.